Приветствую гостей и подписчиков канала. Сегодня я вам покажу, как плести вот такое вот кресло на деревянных планках. Меня многие спрашивают, деревянные планки легче найти, чем металлические обручи, поэтому показываю. Взяла 4 полиамидные веревки по 6 метров. Белые вот эти вот, это полиамид. И 4 полипропиленовых по 17 метров. Сейчас беру еще 2 веревки по 3 метра пополам. Я их сложила и серединку отметила узелком, чтобы серединку не потерять. Как плести стропы на этом этапе я показывала уже. Были у меня такие видео. Вообще сегодня я вам покажу именно как принцип формирования этого кресла. На самом плетении я не буду много уделять внимания там, где я уже показывала моменты. Сейчас я делаю петлю квадратными узлами. Плетение перевернула, чтобы не потерять серединку веревок. С этой стороны плету столько же петель, сколько и на той стороне. Так, беру еще дополнительную веревочку, метр где-нибудь приблизительно размером. Начинаю обматывать. Делаю загиб петельку и свободным кончиком начинаю обматывать. Этот узел я тоже показывала уже много раз. Формирую 4 стропы, как обычно. 2 полиамидные веревки внутрь, 2 хвостика, которые остались от оплеток, или сколько-нибудь, просто постепенно распределить эти короткие хвостики внутрь строп, и 2 длинными, которые были по 17 метров изначально, оплетаем. Плетем квадратные узлы. Так буду делать все 4 стропы. Как делать стропы я тоже показывала.
Стропы проплела еще не до самого конца, не так, как мне надо. Начинаю формировать сейчас планку деревянную. Планка деревянная – это у меня черенок от лопаты. Они продаются во всех строительных магазинах. Стоимость в районе 100 рублей. Они недорогие. Просверлила с двух сторон по 2 дырочки. Наверное, шестеркой. Сверло шестерка брала. Зачистила, покрасила. Сейчас вставляю по одной полиамидной веревочке от каждой стропы. Две стропы с одной стороны получается, две стропы с другой стороны. Внизу фиксирую узелочками. Пока сейчас мне надо выровнять. Вставить нужное количество веревочек для начала, потом буду выравнивать. Поэтому узелки внизу я еще пока капитально не фиксирую, просто в наживульку. Веревки длинные имеют свойство путаться. Ничего страшного. Трудностей не боимся. Также зафиксирую узелочком на этой стороне под планкой. Сейчас задача разместить эту планку так, чтобы она висела ровно, параллельно полу, и чтобы петля была приблизительно посередине этой планки. Видите, висит еще криво. Сейчас буду еще поправлять. Или можно просто отмерить сантиметровой лентой от петли вправо стропу и влево, чтобы получилось одинаковое количество сантиметров. И, в принципе, будет висеть ровно. Сейчас у меня еще немножко неровно висит за счет того, что у меня с левой стороны вот эти полоски до конца не сплетены. Они тоже дают вес, эти веревки. Это тут как на весах. Правая сторона немножко перевешивала, поэтому прежде чем сейчас уже смотреть, правильно ли висит планка, я сплету до конца вот эту сторону. Сразу не доплетаю, потому что еще не уверена, какой длины у меня будет, как у меня получится. Длина вот этой палки у меня около 80 сантиметров. Длину можно делать любую. Какая вам ширина кресла нужна. Это не принципиально.
Так, вот смотрите, выровняла, доплела. Стыки белых веревок, чтобы их было не видно, я обмотала дополнительными веревочками. И внизу опять формирую стропы. 2 с одной стороны и 2 с другой стороны. Сплету их тоже, до середины приблизительно. Той длины, которая мне нужна будет. У меня изделия получаются приблизительно в районе 170 сантиметров от верхней точки до нижнего края сиденья. Длину строп сказать не могу, вы просто приблизительно прикиньте, сколько у вас вот получилось от верхнего края петли до планки, и от планки уже там прикиньте приблизительно, где у вас будет находиться сиденье. Так, стропы я пока убрала в сторону. Сейчас буду делать сиденье. Сиденье пока буду делать отдельно, по принципу панно. Беру планку, вторую. У меня всего будет 3 планки в этом изделии деревянных. Также она у меня отрезана. 2 дырки с одной стороны просверлены, 2 дырки с другой стороны просверлены. И покрашена, покрыта лаком, чтобы не гнила. Привязываю веревочки простым узелочком. 2 узелочками простыми. Небольшой хвостик вставляю для бахромы. Длину вот этих веревочек вставляйте на любые, как вам хочется. Какую длину вы хотите бахромы получить в конечном итоге, то столько оставляйте. С учетом того, что еще, если будете делать сережки в загиб. Это не принципиально, на ваше усмотрение. Плету я это кресло из остатков веревок. У меня разной длины веревочки оставались. Это еще от гамака летнего. Остались веревки, клубочки небольшие. Разноцветные у меня будут, потому что веревок, клубочков разноцветных осталось много. И полифирный у меня будет шнур в этом изделии всякий, и полипропилен. В среднем берите длину вот этих вот веревок на сиденье около 9 метров каждую. Подробно показывать, как плести само вот это полотно, я не буду. Плести можно любым рисунком, даже квадратными узлами, сеткой из квадратных узлов, как вам угодно, в зависимости от того, какое количество веревок у вас есть в наличии и какое количество веревок вы хотите потратить на это изделие. Если вы будете густой рисунок плести, у вас уйдет вот около 9 метров из расчета. Вот смотрите, как я приблизительно прикидываю такое полотно, когда плету. Вот стропы я когда плету плотными узлами квадратными, я беру 17 метров, складываю пополам, и получается 8,5 метров одна веревка. То есть вот приблизительно прикидываю из этого расчета. А стропа у меня получается в среднем 110, наверное, от петли до низа, до стыка с креслом, в обычном кресле, которое я плету, обычном, которое на 2 обручах приблизительно. То есть получается, если мне вот полотно надо, как раз у меня оно было, тоже прикиньте, как вам длину надо этого кресла. Смотрите, боковинка, допустим, сантиметров 40, сиденье сантиметров 50
И вторая боковинка 40 получается. Ну, где-то метр, метр 10 у вас полотно вот это должно получиться, которое вы будете плести. Соответственно, и веревки можно брать вот так, из такого расчета. Одна веревка 8-9 сантиметров. Вполне хватит. Вы же не настолько плотное будете плести полотно, как на стропах. Узелок к узелку. Поэтому 8-9, 7-8-9 метров вполне пойдет. Достаточно будет на такое полотно. Длину и размер сами прикидывайте. Я принцип вам сказала как. И еще учитывайте, что веревки дают усадку, смотря из каких будете веревок вы будете потом плести. Если полиэфир, то полотно можно сделать маленько покороче, чтобы когда человек будет садиться, веревки дадут усадку и сантиметров 10. 15, может даже 20 в некоторых случаях, в зависимости от рисунка. Так, сейчас я просто взяла дополнительную веревочку и фиксирую вот эти вот веревки намотанные, потому что у меня здесь простыми узелками привязаны к планке. Маленько надо зафиксировать дополнительно. Просто репсовыми узлами как можно ближе к планке притягиваю вот эту полоску. Таким образом я прохожусь по всей планке. Эту веревочку притягиваю. У меня получается вот полосочка вдоль всей планки, по всем веревкам. Так, вот я прошла. Сейчас я буду формировать ромбики. 3 веревочки от края я пока оставила в плетение, вплетать не буду. Из них я потом буду делать край. Потом я покажу вам, увидите, как это я буду делать. Пока они в плетении не участвуют. Как формировать вот это полотно из ромбиков, рисунок, я подробно показывать не буду. Я его показывала в настенном панно. Вот недавно у меня было видео, одно из последних. Настенное панно с полочками. Кому интересно посмотреть рисунок, кто не знает как. Хотя, в принципе, я думаю, что этот рисунок многим известен. Ничего тут сложного нет в этом рисунке. Еще раз напоминаю, веревки у меня остатки количества, поэтому они у меня навешаны произвольно. Рисунок разноцветный, вот эти вот веревки, как у меня ляжет, так ляжет, не принципиально. Просто беру 4 с одной стороны веревочки, 4 с другой стороны и формирую ромбик. Формирую пока треугольничек. Но ромбики у меня из такого количества на 8 веревках. Одна загибается в одну сторону, 3 наматываются. С левой стороны также, и с правой стороны также. Если вы будете из каких-то конкретных веревок, я еще раз повторюсь, рисунок можно делать абсолютно любой, не принципиально. Только еще учитывайте усадку рисунков. Рыхлые они будут или плотные.
Квадратные узлы дадут большую усадку, чем вот эти вот репсовые узлы. Потому что внутри каждой вот этой бриды находится веревка, которая фиксирует растяжение. Поэтому я и сплела узор из такого рисунка. Беру срель, следующие 4 веревочки. Вернее, 8 веревочек. 4 на одну сторону, 4 на другую сторону треугольничка. Бриды в этом рисунке делаю из трех витков каждую веревочку. Обычно брида делается из двух, я делаю из 3 витков, чтобы полотно не стянулось к середине. Здесь на начальном стопе я делала из 2, у меня маленько стягивается, дальше я уже пошла делать из 3 витков. Делала. Это так, для сведений, просто веревки толстые. Так, вот смотрите, сплела я полотно. Взяла еще одну планку, 3-ю, последнюю. Она точно такая же, как и предыдущая. И каждую веревочку начинаю наматывать репсовыми узлами на планку. Сначала, видите, зафиксировала с левой стороны одну веревочку, край, где должно
получиться плетение и с правой стороны. И уже между ними буду делать веревочкина. Каждую веревочку я репсовыми узлами прикреплю к этой планке. Узелки подтягивать к самому краю вот последних ромбиков. Чем плотнее, тем лучше. Так, вот видите, привязала все веревочки, пока это полотно убираю. Опять беру стропы, подвешиваю. И сейчас буду прикреплять сиденье к стропам. Вот на данном этапе у меня получилась бахрома с внешней стороны, с лицевой стороны, где основной рисунок. Я хочу свой основной рисунок сделать по внешней стороне кресла, а не с внутренней. Потому что с внутренней стороны я потом сделаю подушки, которые будут по всему сиденью закрывать вот это внутреннее плетение. Поэтому сейчас я буду пока подвешивать так, что у меня бахрома окажется с внутренней стороны кресла. Ничего страшного. Я потом покажу, как изменить этот момент. Сейчас я опять беру по одной внутренней веревке полиамидной, от каждой стропы по одной. Нет, сейчас я прикрепляю внутренние веревки в стропах, каждую, потому что две дырочки с одной стороны, две дырочки с другой стороны, каждой планки. И у меня вот так вот закрепляются. Они, видите, как внизу я узелком фиксирую. Вот видите, как получились. Бахрома получилась с внутренней стороны. Ничего страшного. Я ее... Вот дощечку кладу просто, как сказать, зафиксировать ширину. Дощечка это временная. Она у меня от другого. Это подушка для плетения макраме. Но я ее пока положила, чтобы зафиксировать вот эту ширину. Чтобы не болтались. Так, вот эти края я буду делать потом. Сначала мне надо сделать само основание. Пока эти вот не трогаю края. Сейчас я, видите, бахрому перетянула. С этого края я уже сделала бахрому. Сейчас покажу на другой стороне, как я это делала, перетаскивала. Просто взяла крючок для вязания. Вот сейчас покажу здесь. Мне надо, чтобы бахрома была на внешней стороне. Крайнюю веревочку подтяну, чтобы... Крайние веревочки — это те, которые у меня остались, которые не попали в плетение, которые я вначале говорила. 4 веревочки убрала для края. И начинаю просто вот так вот перетаскивать. Где крючком, где просто пальчиком. Подцеплялись они хорошо. Каждую веревочку подряд я протяну на внешнюю сторону. И теперь я их вот такими вот узелочками просто зафиксирую. Беру 2 веревочки, которые рядом находятся, подряд.
И простыми узелками вот такими фиксирую, чтобы они никуда не делись, не распутались, не расплелись. Проверяю с внутренней стороны, не пропустила ли каких-то веревочек. Несколько штук у меня тут было пропущенных, поэтому я их поправляю. И продолжаю фиксировать. Так, вот обратите внимание, видите, у меня сейчас вот получилось на данном этапе только боковые стенки и основание. Сейчас мне надо сделать спинку. Спинку я буду плести отдельно, таким же полотном, как и само основание. Сейчас я отмеряю веревочку, ширину полотна, который мне надо сплести. С одной стороны узелочком фиксирую, и с другой стороны узелочком также фиксирую, чтобы просто понять, на какой ширине у меня будет, какой ширины у меня будет спинка. Достаточно, я думаю. Опять взяла подушку диванную, взяла 3 веревочки, чтобы поплотнее была верхняя часть этого сиденья, не очень слабая. Привязываю также простым узелочком, но так как у меня эти веревки уже полиэфирный шнур идет, они потоньше, чем полипропиленовые у меня были. Поэтому я делаю два витка еще слева и справа, вернее, расширяю узел, это называется расширение, еще дополнительными витками. Один с левой стороны от узелка и один с правой стороны от узелка. Таким образом я тоже навешиваю заполняю весь ряд от одного узелочка веревки до другого узелочка, который я отмечала. Как плести полотно, я не буду опять показывать. Я плету, навешиваю веревочки по ширине, вот от одного края узелка до другого,
И плету такими же ромбиками, как и плела само основание. Чтобы у меня вот эти 3 веревочки не сдвигались, я их вот зафиксировала с правой стороны тоже одной веревочкой. Возвращаемся к креслу. Спинку я сплела. Длину спинки делайте до основания. Сами померите, какой у вас длина получится. Сейчас я буду прикреплять спинку. Привязывай просто бридой и фиксирую внизу узелком, потому что у меня тут 3 веревочки было, я 3 веревочки эти узелком общим сделала, зафиксировала. С правой стороны делаю так же. Беру одну веревочку сначала, делаю бриду. И фиксирую общим узелочком, простым. Так, к верхней части прикрепила. Сейчас буду делать нижний край, прикреплять сначала. Так, вот нижняя часть кресла. Задача прикрепить по центру полотна, по нижнему краю, полотно спинки. Отмерила, отсчитала количество ромбиков с правой стороны, по боковой части и с левой стороны. И чтобы найти середину, нужную мне. И начинаю прикреплять. Прикрепляю простыми узелками. Беру одну веревочку, за крайнюю веревочку от сиденья захлестываю и завязываю со следующей веревочкой, которая шла за первой веревочкой, то есть второй веревочкой. У меня каждый узелочек из 2 веревочек получается. Одна веревочка перекидывается через край полотна, а с второй потом фиксируется. Можно делать простой узелочек, как я показывала на бахроме боковин, а можно делать вот как я делаю. Завязываю на 2 узелочка просто. Так я пройду подряд. Закрепила, тут не очень хорошо видно, что сначала я первый узелочек сделала с левой стороны и последний узелочек с правой стороны тоже зафиксировала, чтобы не перекосилось плетение, чтобы боковые полотна были одной длины, одинаковые. И вот уже между ними начинаю привязывать все остальные веревочки.
Вот таким образом я прикрепила весь край. Видите? Состыковала нижнюю часть спинки и полотно с сиденья. Теперь мне надо зафиксировать боковины полотна спинки, прикрепить их к боковинкам основания кресла. Вот у меня оставались от строп, когда делала стропы, белая внутренняя часть с нижней стороны от планки и две длинных веревки от 17 метров, которые были, которыми я плела стропы. Сейчас я просто доделала квадратные узлы до самой планки с верхней части и буду прикреплять, плести нижнюю часть от планки, одновременно фиксируя спинку и боковинку сиденья. Вот у меня оставались полиамидные ниточки, там обрезок от спинки, когда я привязывала узелочек. Все вот эти обрезки я всегда вкладываю внутрь вот этого плетения, если есть такая возможность. То есть я сначала делаю один или два квадратных узла, просто сделаю на этих вот на полиамидных веревочках. Зафиксирую. А вот далее я буду, смотрите, беру одну веревочку от спинки и одну веревочку от боковинки. И вот надо сделать так, чтобы они оказались тоже внутри вот этой вот полоски, которую я плету. Здесь маленько вот на начальном этапе не очень хорошо видно. Дальше, когда я буду плести, будет видно лучше. И затягиваю плотненько. Плету квадратные узлы, одновременно захватывая край спинки и край боковинки кресла. Я как бы сшиваю. И за счет того, что у меня получается внутри полиамидная нить, она придает жесткости плетению. Она будет также выполнять функцию ребра жесткости. Вот видите, здесь вот видно, что у меня крайняя веревочка от спинки внутрь попадает этого плетения. И крайняя веревочка от боковинки тоже попадает внутрь плетения. Если ромбики не совпадают на боковинке и на спинке, ничего страшного. Сейчас я вам покажу. Дальше будет видно, как я делаю, когда край получается не веревочка, а край ромбика будет. Он там достаточно плотный, его в плетение не надо вплетать. Сейчас увидите. Так, у меня с правой стороны, здесь не очень хорошо видно, что получился ромбик, не веревочка. Поэтому, где попадается, пересекается именно ромбик, я ничего по бокам не стыкую, просто плету квадратные узлы на самих полиамидных веревках, без закрепления.
видите, у меня получилось 4 узла просто без стыковки. А вот теперь я опять беру, видите, нижний край. Опять беру боковинку и спинку, полосочку, крайнюю веревочку. И опять начинаю прикреплять внутрь, заправляю их. Таким образом у меня скрепляется 2 полотна. Полотно спинки и полотно боковины. И за счет полиамидной веревки внутри получается ребро жесткости. Вот видите, у меня опять ромбики пошли. Теперь я просто опять делаю просто квадратные узлы без стыковки. Видите, опять начинаю стыковать. Беру левую часть и правую и проплету уже с ними. Внутрь полоски заправляю. Внутрь плетения. Видите, как аккуратненько получается. Полосочка ровненькая. Вот таким способом я буду делать и с левой стороны от полотна спинки прикреплю к другой боковинке. И переднюю часть я таким же способом обработаю. Опять просто простые узлы делаю без стыковки, с боковинкой и спинкой, когда уголок ромбика подходит к краю.
Так, вот смотрите. Вот, которую доплела я полосу, показываю с правой стороны. До низа доплела. Вот. Вот левая полоса. Также доплела до низа. Сейчас я переверну кресло на передний край и сплету по краю такую же полоску с левой стороны и с правой до середины низа. Вот видите, что получается? И бахрому просто обработала, обрезала и сережки сделала. На любой длине можно делать, на какой вам удобно. Вот такое кресло получилось. Единственное, что подушка, которая здесь показана, она временная. Я сделаю потом другие подушки. Основание подушки должно быть нижнее, на фанере внизу, а сверху поролон. И подушку на спинку я тоже сделаю такую пожестче, чтобы при посадке человека боковины не закрывались.